привезли на остров, и сейчас будет игра на выживание. Останется только один. Лодка отчаливает. В общем, все очень серьезно. Сейчас мы идем в джунгли. Мы сейчас находимся на шведском острове, и здесь есть несколько вилл, они в форме кораблей викингов. И эта вилла называется Бентли, она полностью обставлена мебелью от Бентли. Это на самом деле вот то, что реально производит серьезное впечатление. Посмотрите и попробуйте вот прочувствовать вот эту атмосферу люкса, успешной, просто роскошной жизни. Пойдемте скорее. Вот так выглядит главная спальня. Я даже не знаю, как это писать. Я думаю, что здесь метров 80 площадь. Здесь отдельно стоящая ванна из цельного куска мрамора. Это просто, такие вещи впечатляют. Круглая кровать, круглая тумба за ней. То есть это все вот у нас Bentley фурнитура. И дом целиком площадью порядка 2000 метров. И вот это все стоит $30 миллионов. Я не знаю, много это мало, вот такая здесь стоимость. 30 миллионов, и это все ваше. Этот остров – первое место в Дубае, которое мне напомнило тропики. Не выжженную пустыню, знаете, с песком, с туманом, а именно остров, наполненный зеленью, растениями, пальмами. Смотрите, здесь из натурального травертина такой подиум, вы попадаете в джакузи, а за окном просто тропики. Соседние дома и пальмы. Так выглядит гардеробная, настоящая гардеробная, когда вам есть что надеть на вечеринку, на яхте. Здесь очень распространенная тема – это проходные гардеробные. Мы видим их почти на каждой вилле и очень часто на самом деле используем в своих проектах, когда это большая квартира либо дом. И на самом деле это очень удобно и очень классно выглядит, поэтому не сомневайтесь в таком решении, оно крутое, и это еще раз доказывает. Вот миллионеры живут именно так. Ну и, конечно же, это скрытая ниша для шампуней и скамеечка, чтобы мыться сидя. Если у вас очень много денег, то груз этих денег не позволит вам стоя мыться, вы будете сидя мыться. Эти домики стоят порядка $7 миллионов. Вот они трехэтажные, есть подводный этаж и там спальня с видом на рыбки. Вот сейчас покажу, как это выглядит. Вы находитесь в своей двухэтажной лодке, а потом спускаетесь вниз под воду в свою подводную спальню. Вот они там находятся. Сейчас туда не попасть, к сожалению. Блин, очень хотелось на самом деле посмотреть на подводные спальни, но вот, к сожалению, нет, не сегодня. Обратите внимание, что в этом роскошном особняке вот так выполнено расположение трансформаторов. Это прям, конечно, впечатляет. Мы сейчас находимся в комнате со снегом, и все местные сразу же ушли, потому что мы показали им, кто здесь главный и чья это комната. Okay. Здесь вообще, в принципе, все такое неровное, небрежное. Смоется необычно, скажем так.
приехали в Design District, Дубай, но сегодня оказался выходной, и все закрыто. Единственное, куда мы попали, это в Living Divani. Посмотрели отличную итальянскую мебель, но вот все остальное, к сожалению, закрыто. Вот Очо, светильники. В общем, приедем в другой день. Мы погнали дальше. Cheaper than Russia. Really? В общем, здесь очень похоже на турбосолярий. Знаете, когда вы в турбосолярии и что-то дует и жарко. И вот примерно так это все и выглядит. Зашли в дубайскую Зару немножко погрустить, вспомнить старые съемки. Конечно, это очень печально, что все это у нас накрылось. Ну, если посмотреть вокруг, вот мы сейчас в Заре Home, и, конечно, теплый минимализм, он никуда не ушел. Здесь все теплый минимализм, сплошной минимализм. Что такое теплый минимализм? Это, естественно, текстуры, теплая цветовая гамма и природные, очень приятные материалы. Они должны быть прям тактильно даже приятные, не то что визуально. То есть, видите, вот здесь какие красивые, интересные текстуры. Они наполняют ваш дом мягкостью, эстетикой. Всегда универсально подходит дерево. Дерево, оно, конечно, его ничем нельзя заменить. Ну и ручки, мне очень нравятся ручки из Зары. Вот эту ручку мы недавно использовали в нашем объекте в Комарово. Вот они здесь продаются. К сожалению, у нас их можно теперь только везти из соседних стран. У нас только что была ситуация, мы все разделились, и вот Андрей возвращается на место сбора, и там стоит наш оператор Миша, его за грудки уже хватает охранник. Он говорит, что его крутил охранник, я подошел, его реально крутил уже охранник. Что происходит? Забрать. Что же такое происходит? Оказалось, у Миши на футболке было написано английское матное слово на букву F. Мы как-то даже вообще не придали этому значения, но охранник стал его фоткать, говорит, сейчас я доложу вашему начальнику. Его хотели отправить в тюрьму, реально. Вот, и Андрей быстро нацепил на него футболку и спас его, короче, от неминуемого заключения. Вот такие здесь моменты нужно учитывать. Да, тут законы строгие, надо их соблюдать. Новая футболка. Ну, вот что. Все слова приличные. Теперь Миша цветочек, да. Прикольные такие штуки, да? Сейчас теплый минимализм, он вообще везде и во всем. Это самый модный. Особенно здесь, в Дубае, где все еще дома такого природного теплого цвета. Что мне нравится в Заре, что они постоянно делают какие-то коллаборации. Вот здесь вот американский дизайнер Себастьян Кури. Это вот также мутит всякие коллабы разные. Не только бренды одежды, еще также Икея там в свое время мутила, я помню, разные коллаборации каждый год. Даже у них было с Virgil Abloh. У меня дома есть часы из Икеи в коллаборации с Virgil... Блин, мне не выговорить это слово. С Virgil Abloh. Вообще в Дубае любится самое-самое огромное, самое большое, самое высокое здание в мире, самый большой торговый центр, в котором мы сейчас находимся. И, например, здесь еще вот самый большой аквариум в торговом центре. Мы не смогли пройти мимо этого бутика, здесь тоже теплый минимализм просто во всей красе. Судя по зонтику, это аутдор, а судя по тому, что это аутдор, то дерево, скорее всего, тик, который легко выдержит любую воду. И смоется просто пушечно. Сегодня мы находимся в J1 Tower. Это высотка в самом центре Дубая, в даунтауне. У нас за спиной Бурдж-Халифа. Вокруг нас идет канал Бурдж-Крик. И все это находится в очень модном развивающемся районе. Эта квартира стоит $700 000. Давайте пробежимся быстренько по ней, и мы покажем вам, что такое жизнь в самом центре Дубая.
Что мы видим, попадая в квартиру? Начинается все с кухни-гостиной, вот непосредственно, практически без прихожей. Здесь барная стойка, далее ТВ-зона с красивым видом. Это прикольная вещь, это специальное возвышение у барной стойки. Оно не такое огромное, знаете, бывает, что маленькая барная стойка, вот здесь четко посередине делают этот перепад. И получается, что не здесь нет рабочей поверхности, и не здесь нет рабочей поверхности, и это супер неудобно. А здесь получается такой небольшой барьерчик, то есть, по сути, кофе здесь, наверное, не очень удобно вам будет пить, но с другой стороны, если вдруг у вас какой-то бардак, вот я телефон положил, или какая-то там кастрюля лежит или что-то, чай, то, глядя из гостиной, у нас получается ровная идеальная стена. И ничего не создает визуальный мусор. Обратите внимание, что в прихожей нету шкафов. То есть это технические шкафы, там находятся щиты слаботочки, телевидение, а вещи никто здесь не вешает. Здесь все ходят вот в таком виде, и для этого есть уже шкафы внутри. Мы постоянно с заказчиками обсуждаем, как должна выглядеть решетка вентиляции. Вот по мне, самое эстетичное решение – это щелевые решетки. Они, конечно же, длиннее, чем обычные, но при этом они смотрятся гораздо минималистичнее. Это апартаменты в стиле необходимо и достаточно. Вот приезжаете вы в Дубай, и у вас здесь есть небольшая уютная спальня, функциональная кухня-гостиная, классный вид, все основные объекты Дубая рядом. Но останется сделать эту квартиру немного более вашей, добавить сюда дорогих именно вам предметов, сделать дизайн именно в близком вам стиле. Например, когда мы были в другой квартире, наш риэлтор спросил, почему европейцы так любят дерево, почему у них на полу везде дерево. Вот мы, например, любим плитку. Я сказал, что у нас это больше ассоциируется с уютом. Поэтому именно так, за счет дизайна, вы сможете сделать эту квартиру удобной именно вам. Все остальное здесь уже, в принципе, готово. Смотрите, что покажу. Практичное решение. Роль плинтуса выполняет плитка, которая поставлена в один уровень со стеной. То есть это, по сути, скрытый плинтус. И между плиткой и стеной здесь вставлен П-образный профиль. Вот. Очень практично, максимально влагостойко, не то что там какой-нибудь полиуретан. А сейчас мы находимся перед футуристическим зданием J1 Tower. Вы можете видеть, это просто супер современная штука, непонятной такой современной формы, напоминает какой-то космический корабль. Меня риэлтор спросил, у вас такие же небоскребы, такие же крутые, как у нас, столько же стекла. И я подумал, что в принципе у нас те же материалы, бетон, стекло, то есть в принципе по всему миру в современной архитектуре используются одни и те же материалы. И современные города, но они все очень сильно друг на друга похожи. И самое главное все-таки это не сами небоскребы, а то, чем они заполнены, то, что у них внутри, как они продуманы, как продумана энергоэффективность, как сделана урбанистика, доступ ко всем локациям, магазинам, школам, садам, как добавлена зелень. То есть вот это самое главное, а не те материалы, из которых делаются небоскребы. Главное – содержание. Мы сейчас находимся на стройке объекта, смотрим качество именно работ строителей наших партнерских, чтобы иметь уверенность в тех, с кем мы будем работать. И на самом деле очень интересный объект, он прям находится в самом центре даунтауна. Прям посмотрите, какой крутой вид. То есть он там справа уже море, здесь уже даунтаун, и там слева Бурдж-Халифа, то есть это самый-самый центр города. До аэропорта тут минут 10. Вот. И ребята переделывают чужой ремонт, здесь куча всяких косяков. Ну, что поделать, эта стройка, в принципе, для нас, конечно же, это не сюрприз, что такие вещи происходят. Примерно вот столько занимает вся инженерия в потолке. То есть я думаю, что здесь, больше 1,5 метра. Вот тут у нас высокие потолки, подшитые выводы для светильников, все очень аккуратненько, чистенько. Здесь у нас такой дизайн в стиле лофт. Все уже готово. Да, тут вот айбоксы сделаны. Теперь у нас, в принципе, есть все составляющие. Это хорошие строители, есть контакты всех поставщиков, комплектаторов. В принципе, мы можем полностью комплектовать наш дизайн-проект материалами и из Европы, и, в принципе, местными. Здесь есть даже IKEA на всякий случай. И, в принципе, остается делать только за дизайн-проектом, но дизайн-проекты наши заказчики вам не дадут соврать. У нас очень высокого качества, высокой проработки за счет нашего такого уже очень большого опыта. Поэтому будем рады вашим заказам на дизайн-проекты и их дальнейшую реализацию здесь. Ты какая? За машину просто. Машина сгорела. Почему все замолчали? Сейчас будем в колесе, пацаны. Блин, вот это было немного danger for attention.
Я подумал, что если мы едем в Дубай, то надо обязательно заглянуть в пустыню. В принципе, мы немножко скептично к этому относились, но сейчас повез нас просто по всем барханам, по всем обрывам на огромной скорости, и тут все просто чуть с ума не сошли, и тут безумно красиво. Мы сейчас приехали на самый высокий бархан, и вокруг пустыня, там, в 5 километрах Оман уже, и это, конечно, впечатляет. Приехали. Сейчас мы находимся в апартаментах на более высоком этаже. Это апартаменты White Box. Здесь нет мебели, и здесь можно делать свой собственный дизайн. На самом деле глубина ремонта зависит именно от ваших пристрастий. То есть можно просто поставить мебель, а можно полностью поменять всю плитку, потому что качество ремонта от застройщика, оно обычно, оно не может быть очень высокого качества. То есть здесь оно такое посредственное, поэтому можно все переделать и сделать идеальный ремонт. А можно просто переиграть цвета, добавить какие-то красивые элементы мебели, доделать кухню, не переделывая ее, сделать шторы, повесить красивый дизайнерский свет. На самом деле мы сейчас делаем точно такой же объект, только в Питере. Там все то же самое, там идеальная отделка, мы просто делаем именно заполнение крутой дизайнерской мебели. Возможно, здесь мы не будем подробно ничего показывать про этот апартамент. Он площадью 113 квадратных метров. Здесь очень интересная штука есть за окном. Пойдемте посмотрим. Ну вот смотрите, стеклянный шар. Это на самом деле всего один пентхаус. И то, что над ним, это тоже пентхаус. Он стоит 25 миллионов долларов. Это какой-то очень крутой пентхаус, брендированный Pagani, как я понял. Pagani — это бренд, который создает Bugatti и какие-то суперкары. Здесь, в принципе, дом, в который очень сложно попасть, даже если у вас есть куча денег, вы очень этого захотите, так просто вы туда не попадете. То есть даже тот же Bugatti, чтобы получить Bugatti, за вами будут год отслеживать ваши финансы, смотреть, не взяли вы все в кредит в банке, как у вас идет бизнес, все ли у вас классно. Если вы действительно проверенный, крутой, богатый человек, вы можете себе позволить и купить Bugatti. И то же самое здесь вот с этим крылом здания. Здесь будут жить только миллиардеры, на самом деле. Это просто вот уникальный дом. Мы планируем в скором времени вернуться и открывать уже здесь полноценную компанию. Сейчас мы были на разведке, теперь мы все знаем. У нас есть строители, у нас есть магазины, у нас есть много-много знаний, и мы готовы исполнять ваши заказы. Да, мы реализуем все качественно. Подписывайтесь на наш канал, поддержите видео лайком, пишите комментарии. И обязательно переходите в наши соцсети, там очень много всего для вашего вдохновения. До скорых встреч в Дубае. Пока-пока. Пока!